Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 26 декабря, выпуск промежуточный, мы с вами работаем в новом формате, уже практически месяц. Я смотрю, формат вам нравится, это замечательно. Если нравится формат, всегда поддерживайте нас лайком, этот выпуск не исключение, и пишите в комментариях свои впечатления. Так, теперь начнем по новостям. Что у нас сегодня новенького, да? Ну, во-первых, Медведева опять назначили на какую-то очередную, абсолютно ничего не значащую должность. Путин пытается показать, что якобы, еще раз подчеркиваю, якобы Медведев находится в списках наследников престола, в списках преемников. Все это чушь полная. Таким способом нехитрым Путин просто издевается. Мы уже неоднократно говорили о том, что Путин большой любитель издеваться над людьми. Просто издеваться. У него это в его манерах, это заложено в его менталитете, в его привычках, в его натуре. Это такой человек, который по своей сути является садистом. Он является садистом в обычной жизни, в социальной жизни. И абсолютно противоположность, он, конечно, мазохист в плане интимных отношений. Мы также об этом многократно рассказывали, и о его перверзиях, и довольно подробно. Но, конечно, любое назначение Дмитрия Анатольевича Медведева, который находится как петрушка на руке у Путина, который просто пугает этим злым клоуном. Запад пугает отчасти китайцев, отчасти собственное население собственной страны, извините. Конечно, это такая форма игры в пугалке. Но абсолютно ничего из себя Дмитрий Анатольевич Медведев не представляет, ни в каких списках, никаких наследников и преемников он, конечно, не значится. Это просто такая изуверская игра. Ну да и ладно. Мы также хочу, вам напомнить о том, что Медведев привозил послание от Путина Си Цзиньпиню, лидеру китайскому. От китайского лидера абсолютно никаких новостей. Сегодня с утра, правда, уточнили китайские товарищи, как-то влияет на военные планы Путина ночной удар по аэродрому военному в Энгельсе. Ответило российское руководство от имени Владимира Путина через МИД, что никак не влияет, хотя это, по сути, является ложью. Конечно, Путин всерьез встревожен. С утра он провел совещание с представителями руководства военного блока, разнес их там в пух и прах, кричал, ругался, нервничал. Он, наверное, вырывал бы на себе последние волосы, но бережет плешь, и так довольно серьезно. Многие спрашивают, кто ему проил плешь. Говорю сразу, это не Кабаева. Кабаева, по большей части, человек спокойный, и в семейной жизни плешь ему не проедает. Плешь проил, по-моему, он себе сам, свое, его внутреннее эго, вернее, проило ту плешь, которая у него есть. И воровать последние волосы у себя на голове он не торопится. Но вот Китай не торопится, вернее, китайский лидер звонить Путину, не торопится с ним общаться, не торопится давать ему какие-то намеки, надежды и тем более обещания. В свете этого хочу опять вернуться к ночным ударам по военному аэродрому в Саратовской области, город Энгельс. Не на шутку встревожили и местных жителей. Была даже информация ночью о том, что повысился уровень радиации в Энгельсе. Эта информация не нашла своего подтверждения. Такую информацию доносили и до президента России Владимира Путина. В утреннем отчете еще была эта информация. В дневном отчете сообщалось, что высокий уровень радиации в районе военного аэродрома в Энгельсе не подтвердился. Как на самом деле, могут ли обманывать Путина, утаивая реальное положение дел? Конечно, могут. Мог ли там повыситься уровень радиации из-за того, что попали по боеприпасам, которые содержат ядерный заряд? Ну, вполне могло быть.
Именно поэтому и была первоначальная паника. Именно на это и намекали президенту России в ночном и утреннем отчете. Я хочу сказать, что как только нанесли удар по Энгельсу, по аэродрому, вернее, сразу Путину сообщили, ночью разбудили его, и такие важные вещи ему сообщают сразу. Крайне недоволен, крайне. Ну, ничего не поделаешь, такова жизнь. Есть такая старая поговорка: посеявший ветер пожнет бурю. Так и есть. Он пытался устроить хаос в чужом доме и принес беду в свой дом. Это вечная проблема диктаторов и агрессоров. Не все диктаторы были агрессорами, большинство, но не все. Путин пошел по пути большинства. Он исповедует, как мы с вами знаем, якобы традиционные скрепы, но по-настоящему все не так. Но вот в плане повторения уроков истории он повторяет на собственном примере. Пригожин сегодня отличился, солдаты Пригожина, бойцы, вернее, Пригожина выпустили видеоролик, в котором нехорошими, можно сказать, совсем нецензурными словами обращаются к начальнику генерального штаба Валерию Герасимову, говорят ему всякие гадости, называют его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, в грубой форме называют, и там какие-то ему претензии предъявляют. Ролик идиотский, но Пригожин, как только начала стихать волна информационная по поводу этого ролика, Пригожин выступил с опровержением, сказал, что он к этому ролику не имеет никакого отношения. Но это, конечно, глупость. Конечно, это ролик выпущен по приказу Пригожина, и Пригожин просто держит себя в информационном поле. Информационное поле на сегодняшний день — это мир, где живет Пригожин. Он там развивается, он там крепнет, он там совершенствуется. И у меня, например, нет никаких сомнений, что этот человек, если его не убрать, будет довольно серьезным актором в ближайшем будущем. Он хороший ученик, он может пересидеть своего учителя и переплюнуть своего учителя Владимира Путина в плане сеять хаос. Этот человек намного более талантлив, чем Владимир Путин. Не в укор Путину и не во благо Пригожину, конечно. Пригожин довольно средних способностей человек, просто в сравнении с абсолютно неспособным на многие вещи Путиным он выглядит довольно перспективно. Так вот, Путин и Пригожин довольно скоро столкнутся в таком свирепом танце, возможно, растопчат всех вокруг, а возможно, вопрос Пригожина будет решен довольно скоро и довольно примитивно и очень эффективно. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Пригожин перешел всякие нормы. Путин много раз его просил не трогать военных, по крайней мере физически. Мы знаем, да, что на фронте пригожинцы в издевательской форме общаются с военными российской армии, с военнослужащими. Было даже несколько убийств, когда пригожинцы просто убивали офицеров российской армии. И все это доходило до Путина. Путин просил, но что значит просил? Мы с вами прекрасно знаем, когда человек от кого-то зависит, можно разве что просить. На сегодняшний день Путин зависит от Пригожина на фронте, так 100%. Заканчивать войну Путин пока особо не планирует. Нет таких условий, на которых он согласился бы эту войну закончить. На сегодняшний день, еще раз подчеркну. А вот Пригожин в этой войне как в своей стихии. Так, теперь перейдем к следующим новостям. Сегодня Пашинян заявил, что Армения выйдет и из СНГ, и из АДКБ, если не будет разблокирован Лачинский коридор. Интересное заявление. Я думаю, уверен, что Пашинян планирует выйти из АДКБ, не знаю, как из СНГ.
абсолютно аморфная организация, вообще ничего не решающая и по большей части держится исключительно на бывшем авторитете России, несомненно, развалится и, несомненно, превратится в ничто вместе с исчезновением из поля политического, как минимум, Владимира Путина. Так вот, Пашинян дал четкие свои, вернее, поставил четкий ультиматум. Я не помню, если я не ошибаюсь, до 9 или до 8 января разблокировать Лачинский коридор. Насколько я понимаю, сейчас начнется интересная игра между Эрдоганом и Путиным. Эрдоган будет пытаться лавировать между интересами Азербайджана и интересами России. Алиев довольно серьезный человек. Он, многие говорят, что он полностью зависим или по большей части зависим от Эрдогана. Это совсем не так. Но Эрдоган, конечно, имеет возможность общаться в довольно доверительных формах с Алиевым. Будет просить Алиева уступить. В свою очередь будет у Путина, извиняюсь, выбивать для себя оптимальные условия для каких-то своих интересных ему дел. Так, мы с вами уже более 11 минут в эфире. Я хочу вам сразу сказать, что я вас люблю, это искренне. Мы всегда работаем исключительно для вас. В описании к этому ролику есть ссылка на наш Patreon. В этом году выйдет ответы на вопросы для подписчиков Patreon, где я попытаюсь ответить на все поставленные вами вопросы. Там уже довольно много вопросов накопилось. Ну, значит, получится довольно объемная и обширная передача. Для общего доступа у нас будут ответы на вопросы в эту пятницу. Это будет последняя программа в этом году. И в среду, как обычно, можете оставлять под роликом, который выйдет в среду, в комментариях свои вопросы. Ну, пока рано, я еще в среду предупрежу, конечно, несомненно. Большое спасибо, что были со мной. Запомните, все будет хорошо. Нет никаких сомнений у меня. Мы движемся к светлому будущему, и у меня более чем четкое понимание о ясных и прекрасных перспективах на ближайшее будущее. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.